Всем доброе утро. Как видите, сегодня не пасмурно, но температура упала. И если вчера была жара и все разделись и поснимали куртки, то сегодня куртки обратно одели. Потому что с утра 7 градусов. Ну, птички поют. В принципе, не холодно, просто ветер такой холодный. И он так продувает хорошо. Но в основном погода хорошая. Все равно лучше, чем дождь. Какое солнце. Так, я, как всегда, отвела младшую в школу. Гуляю с собакой. Невеста зацвела. Смотрите, какое красивое дерево. Прям полностью розовое. Не знаю, что это за дерево. Главное... О, сирень зацвела уже. Видно вам сирень? О, сейчас идея у меня. Надо на дачу посадить сирень. У меня там место уже закончилось. О, видите, автобус стоит впереди. Это тоже детей в лагерь везут. Подождите, а сегодня какое число? Что-то не поздновато. Ну, каждая школа по отдельности решает, когда дети едут в лагерь. И, я так понимаю, каждый класс или классный руководитель, скорее всего, тоже самостоятельно решает, куда именно едут, какая будет программа, что дети будут делать. Всем привет поближе. Ну что, сегодня будут опять посадочные работы, потому что у меня проклюнулись помидоры. К сожалению, огурцы. И перец, который я садила уже давно, его уже тоже пора пересаживать. Так что будем пересаживать в землю, а перец буду рассаживать. У него уже по 4 листика, поэтому уже пора. Я надеюсь, что он не сильно большой вырастет, потому что на дачу мы в эти выходные не едем, а поедем аж в следующий, то есть через 2 недели. Но, думаю, ничего страшного. Перец, как я вижу, очень медленно растет, а тот перец, который я замочила, вообще даже ни о чем еще не думает, поэтому процесс такой очень медленный. Все, пошлите, я вам покажу, что у меня там проросло, а что нет, и какой происходит процесс с семенами. Так, смотрите, это перец, и видите, у многих уже даже по 4 листика, и поэтому я его сегодня буду отсаживать индивидуально, в общем, как бы рассаживать их, чтобы им было больше места для развития, ну и плюс вы помните, что здесь малая высота, и корню некуда развиваться, поэтому я их буду сейчас... отсаживать так, чтобы им было побольше места. Вот видите, уже какие листики пошли. Вот тут большие вообще уже. В общем, этому перцу уже пора разъехаться из общежития. Я пооткрывала свои мини-теплички. Смотрите, по порядку показываю. Здесь, значит, это перец, который новый. Пока особо ничего не вижу, чтобы происходило. Хотя, может быть, если присмотреться... то может что-то и проклевывается. Ну, пока процесса нет никакого. Это цукини, которые я говорила, что они у меня на подозрении, что они, наверное, уже мертвые. Поэтому надо будет новые цукини замачивать. Но пускай пока постоят. Может, было холодно, потому что на улице холодно и в квартире соответственно. Так, это помидоры с Украины. Ну, вот, как вы видите, тоже как бы... Не, ну что-то где-то там у кого-то вот что-то происходит, но пока такой вот вялотекущий процесс, видите, в основном ничего такого глобального. Так, это помидоры, которые семена делала я, это большие, это сливки, видите, большие тоже что-то сидят, хотя я уже даже им духовку грела, чтобы им было тепленько. А вот сливки процесс пошел, видите, маленькие проклюнулись. В общем, не знаю, я так понимаю, им холодно в квартире, потому что на улице холодно и в квартире холодно. Как-то в апреле топить батареи не очень, но я им подтапливала духовкой. Так.
Это огурцы, которые семена делала я. Видите, тут уже так тоже они проросли. И уже так хорошо проросли. В общем, вот эти, которые проросли, я сегодня буду высаживать. Но не все проросли, значит, остальные пустышки. Но постоят еще, подожду, посмотрю, что будет, будет. Высажу, не будет, значит, так останутся. Так, ну и, конечно же, вот какой активный процесс у огурцов, которые были куплены в магазине. Они просто кричат мне из пакета уже, из теплицы: давай высаживай нас, мы уже тут вообще уже скоро листья пустим тебе прямо на тарелке. В общем, сейчас я их буду вот этих всех высаживать. Единственное, что я еще не придумала, как мне их обозначить, чтобы разделить и потом знать, где какие я высадила. Потому что вот эти вот, вы помните, розовые, это с Польши, а это я покупала здесь, в Германии, в Кауфланде. Ну, в общем, не знаю, как-то бумажечками этим буду обозначать. Сейчас что-то буду придумывать. Вот, высаживать я их буду. Я вот на даче нашла, я не знаю, для чего это предназначено. Вот такая штука. У меня их две. И вот такой как бы поддончик. Тоже их два. Ну, вот сюда помидоры и высажу. Я считаю, что высота хорошая. Для огурцов подойдет. Ну, в крайнем случае, если что-то будет не то, то у меня есть еще горшки. Потом пересажу в горшки, когда уже подымутся зелененькие стебельки. В общем, все, буду пересаживать. К сожалению, сам процесс, как я буду пересаживать в землю, я вам показать не смогу, потому что у меня сломался штатив, поэтому буду уже показывать как бы результатами. Вот, сам процесс, ну, что там, в землю втыкнуть аккуратненько, не сломать молоденький стебелек, и, в принципе, ничего особенного. Поэтому уже, когда пересажу, тогда все покажу. Так, еще хотела показать. Это я рассаживаю цветок, надеюсь, он примется. Ой, тут что, цветочек будет? Ой, значит, принялся, знаешь, все отлично будет. А то я переживала, что я его так поломала. Но это тот цветок, который у меня убегал гулять, и он немножко поломался. И чтобы веточки не выбрасывать, я их взяла, посадила в землю. А вот эта вот веточка, это шиповник. Вот, я его сломала с куста, позаимствовала у одних хороших людей. Вот, и надеюсь, что он примется. Вот тоже посадила его в землю, там срезала под углом. В общем, в интернете все почитала, как с ним надо. И надеюсь, что он все-таки у меня приживется, и мы посадим его на даче, и будет на даче шиповник. Вот, еще бы найти калину, и было бы вообще отлично. Хорошо, что шиповник уже нашли. Теперь на даче будет шиповник. Правда, в этом году, конечно, он будет только адаптироваться к новому месту. Но, может быть, на следующий год уже и порадует цветочками. Смотрите, так как они плохо растут, я так понимаю, потому что холодно. Вот, чтобы ускорить процесс, я позасовывала, видите, в два пакета. Вот один, а вот второй. Ну, чтобы им там было теплее. И стоят они у меня возле печки. Но если я пользуюсь духовкой, там пиццу делаю или что, тогда уже, когда выключаю духовку, то ставлю возле духовки. Или вообще в духовку засовываю, ну, выключенную, конечно. Ну, чтобы им как-то было тепло. Вот. Может быть, конечно, им все равно, что я их пытаюсь согреть. Но, надеюсь, в двух пакетах процесс пойдет веселее. Вот все в два пакета позасовывала. И будем наблюдать. А пока будем заниматься огурцами. Так, у меня закончилась земля, так что идем в подвал за землей. У меня там целый мешок земли. Надо принести еще, потому что я хочу в две их рассадить. И как-то, не знаю, я думаю, знаете, что фольгой как-то разделить. Ну, как-то вот так, может, ну, у меня их раз, два, три, 4 вида, да? Ну, значит, 2 вот тут и 2 вот тут, например. И поставить бумажечки, чтобы я потом понимала, где какие огурцы. Чтобы на следующий год знать, какие хорошие, какие не очень. А то в прошлом году все было в попыхах. И были такие классные огурцы, но никто не помнит, как они назывались. Так, ладно, это дело подвал, я вам хочу сказать. Не обязательно все держать в квартире. Но, правда, у нас нету балкона. Если был бы балкон, то, конечно, было бы все на балконе. О, тут пол сегодня мыли, а эту не положили. Так, сейчас я. А с другой стороны, зачем на балконе тоже этот бардак, правильно? Кто еще не был со мной в подвале, пошлите. Кто не смотрел мои предыдущие видео.
Вот так у нас выглядит подвал. Там котельная, что-то там еще такое. Вот тут велосипеды люди хранят, у которых есть велосипеды. Вот тут вот мой огромедный замок амбарный. Сейчас открою, это неудобно одной рукой. Так, не обращаем внимания, тут снова бардак. У нас тут свет есть. Так, видите, вот это все на дачу надо вывозить. Вот у меня мешок с землей. И еще у меня, вот смотрите, это мне коробочка нужна. Вот такие вот у меня есть для рассады штучки. И вот еще я привезла горшки с дачи. Поэтому я думаю, что мне на всех хватит. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Вот. Стол младшей дочери сюда принесли. Муж другой раз что-то ремонтирует. Тут стол очень нужен был. Ну, теперь вот есть. Так, ладно, я насыпаю землю. А это, помните, мои грибы, да. Я их же на дачу отвезу. И это как удобрение для земли, очень хорошее. Но я надеюсь, что, может быть, там еще какой-нибудь грибочек проснется и вырастет у меня на даче. Так, ладно, все, набираем землю. Вот видите, это в пакетах земля. Это земля, которую я с цветов меняла. Я ее не выбрасываю, это все отвезем на дачу. Но зачем ее выбрасывать, если это очень хорошая земля, покупная. И тем более после цветов, это ж не то, что она там какая-то токсичная или что. Вот. И зачем я ее буду выбрасывать, если я ее отвезу на дачу и положу себе на террасы или где-то в горшки в другие пересажу, там цветы тоже будут или еще что-то. Поэтому я вот это все собираю, и это будем все вывозить. Вот, поэтому не обращаем внимания, тут у меня еще вон пакет, вот еще пакет с землей, вот еще пакет с землей. Все повезем на дачу. Это ж как компост. Ну, это же полезно для земли. Чего я буду покупать? Новую землю завозить туда? Нет, землю мы все равно будем покупать. Ну, а эту я буду выбрасывать. Не буду выбрасывать, все отвезу. Все в хозяйство, все в дом. Так, ладно, все, набираю. Там много разговариваю. У меня тут, видите, специальная, значит, баночка, в которой я вот так вот набираю землю и насыпаю себе в ведерко. Сейчас ведерко полное наберу и пойдем обратно садить огурцы. Вот. Ага, потом еще раз, наверное, придем. Еще ж надо перец рассадить. Ну, перец я уже в горшочке. Сейчас я горшочки прихвачу сразу самой. Перец уже буду в горшочке садить. Ладно, набираю землю, а то одной рукой неудобно. В общем, вот так вот фольгой я разделила их, чтобы потом понимать, где какой сорт. И сейчас буду высаживать. Видите, у меня такие лоточки 2. Я надеюсь, места им хватит. Ну, в крайнем случае, если они повылазят и будут такие сильные и красивые, я их потом в горшки рассажу. Горшки у меня есть. Я думаю, что мне на все горшков хватит. Все, буду семена садить, проросшие сюда. Смотрите, я только досмотрела. Сейчас попробую вам показать. Смотрите, какие они пушистые, как гусеницы какие-то маленькие. Видите? Я даже не знала, что они такие пушистые прорастают. Как в шубе вроде бы. Или как гусеницы все-таки. Все, готово. В общем, что получилось? Получилось, что польские семена здесь, потому что их много, и они фактически все проросли. Если будут классные огурцы, то я вот бумажечку оставила, то можно в Польше покупать 1 пачку, их будет с головой. Просто, больше не надо. Вот, и получается, тут у меня 2 вида, это с Кауфланда, и 1 это те семена, которые я делала с прошлогодних огурцов, сама делала семена. Вот, у меня еще остались вот такие вот, это те, что я делала, но я их выброшу, потому что уже и так много будет огурцов, вот, поэтому мне столько не надо. Что заметила? Вот эти вот покупные огурцы я вам показывала, они такие, как с мехом, с шубкой, да? А вот эти огурцы, которые я делала со своего прошлогоднего урожая, они были просто росточки и все. Не знаю. Может быть, это как-то сказывается на урожае. Если кто-то знает, напишите мне.
Но все равно я посадила, посмотрим, что будет. Конечно, приоритет в посадке будет покупных огурцов. Они такие, видно, что они посильнее, покрупнее и, надеюсь, будут вкусные. Но и эти тоже я посажу, найду место, где-то приткну, где-то будут расти. Выбрасывать-то жалко, да? Вот, все, сейчас и поливаю, ставлю и будем смотреть. Ставлю на солнечную сторону, чтобы им тепленько было, и будем смотреть, что там дальше с ними будет, сколько их вырастет из земли. А потом, дело в том, что все равно им тут мало места будет, я их потом все равно буду по горшочкам рассаживать, потому что я думаю, что тут очень много огурцов выйдет, и они будут толкаться, и поэтому я их, скорее всего, что потом рассажу. Ну, выберу самых сильных и рассажу. Все, переходим к перцу. Возник вопрос, как эту ювелирную работу делать, как их оттуда вытягивать и пересаживать. Я знаете, что думаю? Я думаю, что их так много. Я, наверное, их буду по 3 штуки пересаживать. Ну, а что, у меня нету столько огурцов, чтобы столько перца садить. С учетом того, что у нас перец вообще никто не ест. Ну, кроме мужа. В общем, по 3 штуки буду садить. Или по 5. Ну, сейчас посмотрим. А может, по 5. А может, вот так вот прямо полянками попересаживают, да и все, пусть растут кучкой. Правильно? Ну, что? Мне перец не жалко. В общем, сейчас что-то буду думать. Надо обратно идти за землей, потому что у меня земля уже закончилась. Снова моя любимая рубрика «Не делайте так, как я». Видите, они позаплетались вот тут корнями. Во-первых, вот эта вот высота им действительно малая, потому что корни прям уже до дна достали. Во-вторых, смотрите, они позаплетались корнями. В общем, надо их садить на расстоянии друг от друга. Я теперь сижу, как будто бабушка, клубочки разбираю. Кто куда, кто направо, кто налево, кто уже корень оторвался. В общем, на следующий год надо семечки каждый отдельно садить, а не вот так вот, как я их насыпала, и они вот, видите, что сделалось. Теперь сижу, расплетаю их. В общем, не делайте так, как я, моя любимая рубрика. Так, у меня был объявлен конкурс. Кто уходит, кто остается. Как видите, остаются многие. Но хочу вам показать интересные. Смотрите, вот. То есть он еще с семечкой не попрощался, но уже 3-й листик выпустил. Это у меня будет отдельный горшочек с теми, кто очень хотел вырасти. Вот еще один такой же. Видите? То есть семечко еще здесь, а он уже 3-й листик выпустил. Потом вот такой вот. Он кажется малыш, но смотрите, он сразу 2 росточка выпустил с одной семечки. Видите, корень один. В общем, я таких необычных этих, как это называется, как дети называются, индиго или как там дети называются, необычные дети, да? А вот этот маленький, а у него уже 4 росточка, видите? И этот такой маленький, но мне кажется, подающий надежды. Ну, этот вообще какой-то удивительный. Смотрите, у него как-то с одного места 3 листочка в разные стороны. В общем, эти особенные будут жить отдельно. А эти я сейчас пойду еще земли возьму и досажу. А эти, к сожалению, не прошли конкурсный отбор, поэтому выбывают из игры. Вот так вот все посадились. Сейчас пойду еще земли принесу и досажу вот этих вот необычных отдельно и тех. Вот. Потом из этого конкурса еще кто-то уйдет. Кто тут не приживется и кто будет слабо расти. Вот так у меня получился перец. Эти выбывают из игры, а эти остаются до следующего этапа. Сейчас полью и отнесу, поставлю на подоконник, там, где солнце,
у детей солнца больше, хотя у меня на кухне есть. Ну, в общем, сейчас буду их расставлять. У меня, честно говоря, заканчиваются подоконники, потому что за подоконником стоят цветы. Кстати, давайте сейчас вместе пойдем польем и посмотрим, что там у меня с цветами происходит. Это подоконник у детей. Тут у меня вот этот цветок. Вот там я посадила зелень, и вот тут посадила зелень. Вот у меня расцвел, не помню, как называется. И тут, тут что-то я тоже посадила, я тоже не помню, что. Это цветок дочери, это тоже цветок дочери. Это мой приехал с Украины, красавчик, это тоже с Украины. И это тоже забыла, как зовут. В общем, сейчас я их полью, он уже все сухое тут. Ага, все засохло. И пойдем поливать к нам в комнату. Тут у меня лук. Вот. Тут у меня какие-то цветы, не помню какие. Тут вот этот цветок оживает, но что-то медленно. Это рождественник, это не помню. Я вспомнила, тут посадила бегонию, и на том подоконнике в большом горшке бегония. Вот. Лучок надо уже обрезать, что-то он уже перерос у меня. А за окном жасмин. Наверное, на даче тоже уже зацвел. Ой. Вот утром было очень холодно. Ой, смотрите, какая береза стала уже зеленая. Я даже не заметила, когда она позеленела. Вроде недавно еще были только голые веточки. А уже листьев сколько. И вон дерево красивое. На той стороне. Утром очень холодно. Очень холодно. Вон, видите, все идут в шапках, вон дети в куртке. А вот днем сейчас тепло, хорошо. Сейчас можно даже в кофточке выходить. Так, ладно, заканчиваем наши огородные дела. И поливаем. Кстати, по поводу ногтей. Завтра буду делать ногти. Очень удобно длинными ногтями копать землю, делать лунки для рассады. А вы говорите, зачем такие длинные ногти? Ну, чтобы делать вот так раз, и выкопала раз, и ямочка. Туда рассаду, и все, и отлично. Вот. Так, я тут понаходила еще кое-какие семена. Но это от старой хозяйки. Вот такие вот, как их называют, фасоль. Вот 2 пачки. Я не знаю, буду я ее садить, не буду. Куда ее вообще, надо ли. В общем... Потом посмотрю, что с этой фасолью делать. Потом вот такой вот лук. Я так понимаю, это, наверное, на зелень лук. Вот. А, не, вот на зелень лук, да? Но я на зелень лук и старый лук уже посадила. Морковка еще вот такая, ну, может быть, досажу. Укропчик еще вот здесь вот. Вот такие помидоры. Это как сливки, да? Да. Потом вот такие, как... черри. А, нет, это и есть черри. Буряк. Но буряк я уже посадила. Может быть, потом еще досажу, чтобы к осени был буряк. Вот такая еще редиска. Это, вот 2 буряка у меня даже. Это вместе с дачей. На даче нашла семена. А, вот такие еще вот помидорчики. Маленькие. Ну, пока ничего это не садила. Посмотрим, как моя рассада пойдет. Ну, зелень это я покупала. Но вот у меня еще есть цукини. Это я покупала в этом году. Посмотрим, если те цукини не проклюнутся, которые я посадила, то тогда эти буду садить. Вот. Я вспомнила большие горшки на подоконниках. 2 горшка с бегонией. Вот у меня их 2. Вот таких вот. И я их так и посадила, вот как они были в пакетах. Я надеюсь, что они примутся и тогда переедут на дачу. Вот. Все большие горшки с цветами переедут на дачу на лето. Потому что здесь им делать нечего. И, в общем, на даче будет красиво. Все. На сегодня я закончила этот процесс. Вот такое вот сегодня получилось небольшое видео. Я все пересадила. Надеюсь, что все будет отлично расти. Вот. И, ну, я думаю, через месяц уже можно будет высаживать в грунт. Ну и ждем, конечно, помидоры, что там помидоры и перец, потому что тут перец второй, который я замочила,
он не круглый будет, а длинный. Ну, такой, как в Украине, который мы всегда покупаем, он такой желтенький, и он такой длинненький будет. Вот. Ну, посмотрим, вылупится он или нет вообще, потому что эти семена, опять-таки же, я делала с покупного перца. Ну, может быть, и ничего не выйдет. Ну, будем смотреть, как оно дальше. Ну и, конечно, будем наблюдать, что с моей, как это называется, шипшина опять я. Шиповником. Надеюсь, тоже веточка приживется, и мы посадим на даче себе шиповник. Я понимаю, что с веточки куст будет, конечно, долго развиваться, но ничего страшного, мы никуда не спешим. Будем ждать шиповник, может быть, там на следующий год, например. Ну, не знаю. Главное, чтобы веточка прижилась, и у меня и есть даже для нее уже место, где у меня будет расти шиповник. Вот. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забыли поставить лайк, написать мне комментарий, подписаться, чтобы не пропускать мои видео. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока.